Всем привет, это опять я. Я в городе Невельск. Невельск — это побережье Японского моря, Татарский пролив. Я вот тут завтракаю пирожком с брусникой. Не знаю, слышали или нет, ревут сиучи. Невельск — один из немногих городов в мире, где в черте города есть лежбище сиучей. Вон там вот старый брикватор, волнолом, и на нем они большую часть года находятся. Это вот окраина Невельска. Вон там даже можно видеть стационарные бинокли стоят, чтобы можно было на этих сиучей поглядеть. Но мне интересно больше другое. Мне интересно состояние моря. А состояние моря великолепное. Вода как кисель. Я очень надеюсь, что за день мало чего изменится. Идет дождь, но сейчас тепло, поэтому даже если я немножечко намокну, ничего страшного не будет. Главное, чтобы вот такой штиль сохранился всю мою рыбалку. Поехали! Вот, с краешку от рабочей точки встал. Так, эхолот включил. Эхолот за борт. Так, за леер зацепил. Ну-ка, что тут у нас? Что тут у нас? Глубина 24-25. У дна уже какая-то рыбеха. Решил взять вот такой вот небольшой пелькерок. На нем штатно у меня был тройник. Но тут слишком много камней на дне. Поэтому вот такие вот ассисты. Причем прикреплю я их в верхней части пилькера. Суть простая, чтобы... Если прикрепить их в нижней части пилькера, они будут лучше цепляться за дно. А если прикреплю их в верхней части пилькера, они будут гораздо хуже цепляться за дно. Вот такими специальными пассатижиками, зубчиком на конце разжал заводное колечко. Все, снасть готова. Кидал я пилькер, кидал. Пилькер есть никто не хотел. Тогда я оснастил пилькер гирляндой. Думаю, мало ли, вдруг какая-то там маленькая рыбка стоит, там корюшка, навага. Интересно было проверить, потому что эхолот показывал, что рыбы много. Ну и, разумеется, тут же на пилькер клюнуло. И вот такой рыбы в своем видео я вам еще не показывал. Слышите, как она скрипит, хрюкает? Это рыба, ну, по-простому рыба-собака. А так вообще называется то ли бурый скалозуб, то ли просто скалозуб. Вот я вот видите, к ней как аккуратно, потому что она своими зубами в состоянии отстричь мне, ну, полпальца. Поэтому я с ней чрезвычайно аккуратно обращаюсь. Японцы вот какую-то из похожих рыбок называют фугу. Возможно, и вот эту, возможно, какую-то другую. Она обладает, ну, даже не зубами, у нее какие-то вот пластины, которыми она состригает вообще все, что угодно, со всего, что угодно. Несмотря на вот свои такие пропорции, ну, ни о чемные.
она довольно мощный хищник, который не пасует ни перед чем. Недаром YouTube наполнен видео, где в аквариум сажают скалозуба и к скалозубу подсаживают да вообще кого угодно. Вот, кстати, может сейчас интереса ради. О, схватила тут же пассатижи. Слышите вот этот костяной звук, с которым мои пассатижи грызутся? Ну и скажу так, рот довольно сильный. И вот этот вот утробный звук такой довольно пугающий. Их приплывает довольно много. Они иногда просто всей толпой мешают рыбачить. Следом за фугу клюнул получешуйник Гильберта. Эту рыбу я очень не люблю, потому что когда она клюет, это означает, что вообще уже ничего рядом нету. Получешуйник очень просто, потому что вот чешуя, допустим, а вот на пузе уже как будто и ничего и нет. И вот опять-таки пустая полоска, вот полоска с чешуей. Ну вот, спустя где-то минут 20 ухищрений и поисков, наконец-то пойман первый хорошенький голубой окунь. Ну вот это уже вполне себе размер сашими. Чё ж ты, зараза, такой капризный? Чё ж ты так плохо клюешь? Я что-то не понимаю. Подцепился кто-то. Интересно. Глубина у нас сколько уже? 34. С 34 вот так вот таскать. То еще удовольствие. Ну, о. Оп. Ах ты, не успел. Ладно. Креветочка там поплыла. Выплюнул вот этот вот земляк. Рыба называется шлемоносец Герценштейна. И он в этом плане я его очень не люблю, потому что он часто живет в тех местах, где да выкусывайся же ты. Он часто живет в тех местах, где живет треска. Вот он. И съедает первым тресковую наживку, не брезгуя никаким размером. То есть ему вот что в рот пролезло, то он и лопает. Такого тут в улов никто не берет. Ну, разве что, не знаю, кошкам или курам скормить. Вот еще недавно было 30-32 метра. Сейчас показывает уже 20 метров. И вот скопление какой-то рыбы. Это, в принципе, как раз и есть вот эта вот банка, которая у меня забита в GPS-ке. На вот это удар, господи. Это как раз и есть банка, которая забита у меня в GPS-ке. Но что-то вот на этой банке рыба, ну, очевидно есть. Просто, ну вот, других вариантов просто нет. Она тут однозначно есть. Но она почему-то очень плохо клюет. О, уже 18 глубина. Ё-моё. Ай. Что, промазал, что ли? Вот. Шикарный удар. Шикарный. Очень похоже на окуня. Скорее всего, окунь есть. Отличный удар. Отличный удар. Сильное сопротивление. Это вот как раз очень похоже на ту рыбу, которую я и ищу. Отлично. О, да, это голубой окунь. Хорошего размера, приличного. И клюнул прекрасно. И сопротивлялся люто. Ах, хорошая рыба. Да, да, голубчик. Вот это вот запахло сашими. Отлично, хорошая рыба. Здесь, даже если бы он был не очень хороший, я бы его все равно тут не отпустил. Вот у него как живот уже раздуло. Здесь ему либо иголочкой вот сюда тыкать, спускать ему воздух с пуза. Не вот сюда вот тыкать, спускать воздух с пуза, чтобы он вообще смог уплыть. Ну, либо просто забирать. Я всех просто забираю.
Она сегодня решила меня доколебать. Еще на что-то надеется, зараза. Зубами лязгает, скрипит, журчит. Хочет что-то. Так. Так, интересно. Есть у меня что-нибудь? Хотел я просто сейчас проверить челюсти чем-нибудь. Ну уже ладно, не будем баловаться. Хотел ей дать, знаете, какой-нибудь там, не знаю, морковка, огурец. Опа. Как-нибудь в следующий раз. В пищу ее традиционно не берут, потому что у ряда видов вот этой рыбы в теле вырабатывается яд тетродотоксин, кажется. И этот яд смертельно опасен. Поэтому можно вот так вот этой рыбки покушать и весело отъехать. Но поскольку этот яд вырабатывается только когда эта рыба ест какую-то определенную пищу, то таким образом, если эта рыба питается чем-то другим, яда в ее теле нет. Но проверять, знаете, как-то совсем не хочется. Я понимаю, конечно, что вот есть любители заглянуть в дуло, но я как-то не отношусь к их числу. Вот сейчас у меня толком и поклевок нет, лишь задевы за леску. Глубина 24, а дно все, вот как показывает эхолот, битком забито рыбой. Ну, самое логичное у меня объяснение тому, что это все-таки не какая-то рыба, которую я хочу, а какая-то некрупная кормовая рыба, типа там корюшки, навашки какой-то некрупной, мелкой, анчоуса, еще чего-то. То есть пилькер для них... Ух ты! Вот это! Пилькер для них великоват. И они могут лишь там по леске стучать. Но зато это объясняет, какого черта там на дне так много фугу. Потому что обычно фугу у меня всегда клюет с поверхности или с полводы. То есть она такая, плавает вообще везде, но чаще держится у поверхности. А тут все поклевки четко со дна. Отсюда, ну, такое предположение, что вот, скорее всего, там очень много какой-то кормовой рыбы. И всю эту кормовую рыбу пасут фуги и прочая банда. Да, хорош голубой. Очень хорош. Отлично, отлично. Ну, скажу так, почти трофей. Огонь рыба. Просто огонь. Вот она. Нашел гнездо этого окуняки. Нашел. Ну вот сейчас по сопротивлению, скорее всего, тоже окунь. Чаечка приплыла. Поняла, что я тут с рыбой дело имею. Вот этот окунь. О, надо же, уплыл и не закисонил. Да, это хорошо. Хоть и сорвался, но я бы его считал бы не крупным. И не хотел бы его брать. Но вот он сорвался сам и вроде уплыл, и вроде даже кисонки у него нету. Это очень хорошая новость. Чайка какая деловая. Как директор пляжа прям. Сегодня какой-то вот такой день, когда вот всякая ерунда клюет. Окуня, конечно, я уже поймал достаточно. То есть я уже имею себе прекрасный ужин. Так что я не сильно жалуюсь. Но клюет всякая ерундища. Вот это, если я не ошибаюсь, вот эта вот маленькая ерунда имеет очень громкое название. По-моему, Батимастер Дерюгина, кажется. Могу ошибаться. Дело в том, что вот этой мелочи плавучей, самые разные, тут сотни, и пока всех упомнишь, 100 лет пройдет. Директор пляжа наблюдает. Директор пляжа не любит, когда отпускают рыбу.
Да еще орала только что, прям так паскудно орала, так прям вот мерзко. Ай, что за птица? Уже недовольна. Директор пляжа почуял поживу. Пожива живая. Я не собираюсь ему ее умерщвлять. Ну давай. Пока ты трусил, директор. Рыбка уже уплыла. Сам себя не покормишь, никто не покормит, братишка. Такие дела. А это весело в директора бросаться рыбой. Директор уже в этот раз не испугался. Сразу полетел жрать, но просто не успел. Сашими сегодня, дамы и господа, будет просто королевская. Я поймал желтого окуня, она же трехполосая морулька. Красота. Ну, он такой же, как голубой, разве что, возможно, вот таких вот наростов на черепе у него побольше. Ну и сами видите, вот раз полоска, два полоска, ну и вот такая здесь невзрачная. Будет покрупнее, полоска будет побольше. Ну что, голубушка моя, креветку ела. Дал я все-таки директору рыбку. Но чайки на то и чайки, что тут же прилетела еще одна. Только увидела, что директор собрался есть. Правда, рыбка, по-моему, для него велика, он ее проглотить не может. И вот так вот и треплет. Вот еще один местный кракозябр. Называется рогатый керчак. С гигантскими длинными рогами. Что-то директор наелся. Вообще уже мышей не ловит. Ух ты, как хорошо тащит-то, а. Кто такой? О, опять желтый окунь. Опять трехполосая морулька. Огонь. Огнище. Сашими сегодня будет знатная. Прекрасная рыба. Так, ну-ка, ну-ка. Быстрей, быстрей, быстрей. Кровь попозже чуть-чуть спущу. Сначала, если это вдруг гнездо какое-то, где она стоит, то тогда это, может, повезет еще несколько штук поймать. Ух ты, вот оно. Ух ты. Ёлки. Ох, хорошая рыба. Ох, хорошая рыба. Да, отлично, отлично, отлично. Хорошо сопротивляется. Правда, сейчас перестал сопротивляться. Просто тянется тяжестью, как бычок. Неужели бычок? Нет, не бычок, не бычок. И наоборот, ого-го, ожил. Ожил. Окуняра, здоровый. Отлично. Отлично. Суперская рыба. Просто суперская. Хороший денек. Да. Нормальную рыбу обычно мало с чем перепутаешь. Нормальная рыба сопротивляется. Хорошо сопротивляется, дерется. Ёлки-палки! Нет, показалось, что в какой-то веке не желтый окунь. Да нет, не показалось. Это не желтый окунь, это, собственно, как изначально и подумал. Это, судя по всему, окунь Штейндахнера. Ай-яй-яй, как хорошо-то, а! Вот это денек. Столько видов окуней за одну рыбалку. Круто. Просто супер. Так, браток, все. Полезай.
Полезай в кошелек. С погодой мне сегодня повезло. Весь день вот такой вот кисель просто. О, еще и рыбка какая-то. Вода действительно, ну просто вот кисель, как он есть. Даже особенные ряби не наблюдал. Барахло всякое клюет. Клев сегодня не ахти, ну уж какой есть. Ну, даже несмотря на это не ахти, я вон полную сумку этого добра натаскал. Пожалуй, вот на этом, голубчике, и остановлюсь. Ну и наш морской цирк был бы не полон без морского ворона, он же волосатая рогатка. Вот у него вот это вот брюшко, оно мягкое, оно не слизнявое, без чешуи. И сам он вообще весь притворяется травой. И заметьте, я обычно вот многих рыб при вас беру пальцами за рот, а этого сверху взял за морду. Потому что зубища у него такие, что я ему не рискую пальцы сувать. Отпустим малыша. Ну и коротенько по снастям. Весь день сегодня ловил вот на такой пилькер хигаши 60 грамм. Правда, вот этот лепесточек сзади, он не родной. Я его присобачил сам. И ассисты тоже не шли в комплекте. Ассисты Сайкио, забыл какой номер. Вот прям с таким люрексом и продаются. Удочка Maximus High Energy Z VJ, где VJ означает Vertical Jigging. То есть то, чем я как раз сегодня весь день и занимался. Катушка Blackside React 201. И плетенка Гёсен, по-моему, не помню какой Гёсен, то ли Roots, то ли еще что-то, в размере 1,5. Нормально я так за день нарезал километражу. Вот весь мой трек. И вот тут такой удобный ползунок, по которому можно отслеживать свои перемещения, передвигая ползунок, и смотреть в каждой конкретной точке глубину, время, температуру воды. Клевало у меня в основном вот на этих вот проплывах. Так, ну-ка, покажи глубину. 20 метров. Да, это была средняя рабочая такая глубина. На 20-ке клевало стабильно. Вот там 24, 21, 18. Но самое интересное, нашел вот тут глубину 14. И на ней ничего не поймал. Но скажу так, когда вокруг глубина 30-35, а вот тут бугор на 14 метров, это место не может быть не перспективным. Поэтому, коли жив я только буду, чудный остров навещу, и еще раз его проверю, подожду, пока вода прогреется. Может, там будет еще интереснее. И все это благодаря вот этому вот малышу. Это эхолот Dipper. Он позволяет, вот сами видите, коннектиться со смартфоном. Вот это, собственно, все. То есть маленький шарик и смартфон. Больше вы в лодку ничего не берете. Удобно, просто и полезно. А если вы пройдете по ссылке в описании и введете промокод Борис, то у вас будет еще и хорошая скидка при покупке. Я уже дома. Время заняться готовкой. Здесь на подносе 3 звезды сегодняшнего дня. Это окунь Штейндахнера, это трехполосая марулька. Трехполосую марульку я ел и в супе, и печеную, и сашими. Окуня Штейндахнера ел один единственный раз в жизни и только в супе. Сашими из него никогда не пробовал. Поэтому сегодня есть желание одного окуня запечь в духовке, марульку, а вторую марульку и Штейндахнера сделать сашими, чтобы иметь возможность сравнить вкус сашими. Здесь я уже их от кишков избавил еще на море. В город привез охлажденными. Здесь в городе я их засыпал солью. Соль нужна для того, чтобы эффективно снять слизь с рыбы. Потом почистил от чешуи. И теперь они, собственно, уже готовы к разделке. Меня многие спрашивают, в частности, к прошлому видео про сашими, почему я чищу чешую, когда потом все равно снимаю шкуру. Ответ прост. На коже много слизи,
И так или иначе чешуя попадает на мясо, когда вы разделываете. Ладно, вы еще его там будете жарить или варить, можно и чешуи немножко попасть. А если вы планируете есть сырыми, ну то есть сашими, вам нужно чешую устранить по максимуму. Поэтому и вот от слизи солью чистил, и от чешуи чистил. Сначала кандидат на запекание. Запекание будет очень простое. Вот так вот. Чуть-чуть присаливаем. И в таком виде в духовку минут на 25, наверное. Рыба в духовке, теперь самое время заняться сашими. Вот как вы видите, я уже пытаюсь рыбу обсушить как следует. Проще всего это делать бумажными полотенцами. Обсушить нужно опять-таки же по простой причине, что вместе с водой вы скорее всего заберете еще и какую-то ее собственную, ну вот она, собственная какая-то слизь, грязь, которая вам совершенно не нужна в сашими. То есть если речь идет о, повторюсь, жареном или вареном, то здесь можно много себе допустить вольностей. А сашими все-таки я предпочитаю делать очень аккуратно. Остаются вот такие вот промежуточные результаты. Осталась башка, скелет. И вот здесь галстучек, он очень труден для разделки. И мясо в нем копейки. Поэтому все это тут же у меня вот уже стоит на плите вода. Все это идет тут же в воду. А сами вытираем место от этой слизи. И готовим окуня Штейндахнера. В них, кстати, существенная разница по количеству колючек. Колючек в марульке существенно больше, чем Штейндахнера. Штейндахнера, я бы сказал, так их по сравнению с марулькой почти нет. Я вот марулькой, когда ее чистил, пробил себе большой палец, прям кровь хлестала. Ну что же, возьмемся и за него. Вот у нас что осталось от окуня Штейндахнера. И вот тоже бульон. Бульон уже вскипел, и надо первое время убирать вот первую такую вот, самую первую бурую активную такую пену. Когда основная пена убрана, соевый соус, водка, но сойдет и белое вино. А потом соевая паста. Ну, по-корейски там дындян, по-японски мисо. Вот через такое ситечко протирается в суп. Суп я не солил.
потому что, во-первых, соевый соус соленый, а во-вторых, дендян тоже такой не слабо соленый. Я бы сказал так, он довольно сильно соленый. Поэтому сначала все как следует добавьте, а уже только потом, о, сколько осталось бобов, ну их я тоже кидаю. И вот в таком виде бульон должен покипеть порядка 15 минут. Из-за того, что мы добавляли водку, рыба станет такой несъедобной, она станет как вата, но зато из-за добавления водки она вытянет из рыбы все вкусности в бульон, и бульон из этого приобретет. Если будете лить белое вино, ну, водки я налил немного, рюмки 2, наверное, суммарно. Вина налейте полстакана. Естественно, белое и сухое. Ну и финальная разделка рыбы. Никогда не стесняйтесь иметь при себе бумажное полотенце, чтобы вот так вот перед разделкой промокнуть, протереть рыбу, если вы увидели на ней какие-то пятнышки, там чешуйки, еще что-то. Вот большой минус, что вот сейчас вот эта вкусная брюшка тоже пойдет в суп, потому что я, скорее всего, не смогу с него так вот тонко срезать мясо. Сейчас мой нож встречает сопротивление уже не реберных костей, а срединных костей. Их я покажу позже. Я их должен прорезать. Они сопротивляются. Ну да, тут как такового-то мяса на брюшке нет. Все это идет в суп. Вот этот плавничок тоже срезаем. Все в суп. Так. Специальными щипцами вытаскиваем срединные кости. Вытащил порядка 8-10 косточек, вот они все тут лежат. Так вот аккуратно сюда, чтобы не мешались. Теперь самое время снять филешечку. Я ее снимаю в 2 подхода. Так или иначе, несмотря на то, что я чешую снимал и мыл, вот мы видим чешуйки. Вот они. Чешуйки, не стесняемся прямо по ходу пьесы убирать. Все тщательно вытирать. Жевать нам их незачем. Ну а теперь нарезаем. Вот так вот аккуратненько на тарелочку. С трехполосой морульки я не стал срезать ребра. Дело в том, что ребра соединены со срединными костями. Поэтому я вот повыдирал сразу пинцетом ребра вместе со срединными костями. Они как бы получились вот такие вот прям длинные. Но по мне так это мне сэкономило немножко времени и сохранило немножечко мяса. Чисто визуально филе почти не отличается. Ну ничего страшного, проверим на вкус и решим. Вот такое вот блюдо. Его, возможно, можно было бы
как-то приготовить по-другому, но уж очень хотелось попробовать его в сыром виде. Если голубого окуня, допустим, я не рискую сразу готовить, то, допустим, трехполосую морульку я готовил сашими сразу, и, как правило, все всегда проходило хорошо. Со штейндахнером не знаю, поэтому вот попробую. Если видео вышло, значит со мной все в порядке. Теперь, когда все блюда готовы, самое время откушать, чем Бог послал. Перво-наперво попробую окуня штейндахнера. Ну, я все-таки его никогда в сашими не ел. Очень плотный. Голубой окунь гораздо рыхлее, гораздо нежнее. А этот, я бы даже назвал его такой тверденький. Вкус свой имеет. Такой, я бы сказал, типичный окуневый вкус. То есть вот я ел морульку, очень похоже по вкусу, я ел голубого окуня, похоже по вкусу, но не похоже по консистенции. Теперь трехполосая морулька пошла. Знаете, особенной разницы по вкусу нет. Знаете, вот если бы я точно не помнил, что вот здесь разные рыбы, то что вот здесь лежит одна рыба, а вот здесь другая, и вот здесь вот рыба там крупнее и жирнее, здесь помельче и по суше, то я бы вообще подумал, что просто что-то одно и то же. Радует одно, оба вкусные, оба хорошие, и оба прям сильно плотнее голубого окуня. Вот, может, мясо со спинки будет порыхлее. Нет, тоже достаточно плотное. А так, вот пиалочка бульона, вот рис. Кто-то любит накладывать рис в бульон, я люблю в прикуску, допустим, рис есть. Берешь вилочкой кусочек окуня, так, преодолеваешь сопротивление шкуры. Ой-ой-ой. Можно и руками. Съел немножко окуня. Заел все это дело рисом. И запил бульоном. Ну, можно сказать, ужин мечты. Всем пока-пока. До свидания.